Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли себе чаю, взять печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Легенду об Искателе. Соответственно, третья серия первого сезона. Я смотрю, как будто бы на тебя сделаем этот вид. Сейчас у меня тут ползунок громкости, короче, неправильный. Вот. Соответственно, продолжаем смотреть великое приключение Искателя по отбиванию мира. Нам, короче, сказали, что это все-таки все на одной планете происходит. Да? Просто территории разделены, есть типа магическая зона там под барьером, не магическая зона, еще какая-то другая зона. Вот, там... Это каждый раз удивляюсь комментариям. Это потому что он читает, он вообще следит за всем Бусти, что у нас там происходит. Только ли? Только ли? Ну, короче, на Ютубе я читаю иногда, но я просто много работаю, поэтому мне некогда. Я прихожу с работы, и он мне все пересказывает, все, что нам пишут там. Плохое, хорошее, замечательное, вот. Иногда голосовухи ваши ставят. Все? Все. Поделилась счастьем? Да. Вот. Соответственно, это же видео рано или поздно выйдет на ютубе, поэтому нужно обязательно сказать, чтобы ты подписался на канал, если смотришь это видео. Обязательно поставил лайк, если смотришь это видео. Вот будь молодцом. Он мне, знаете, что показал? Статистику показал. Я ее, кстати, выложу, скорее всего, в Телеграме, чтобы всем стыдно было. Стыдно всем было. Нет, не тем, кто на Бусти, конечно. Тем, кто на Ютубе. Вот. 60 на 30 там. 60 на 30 с чем-то там. 60 на 30? Так, а 100% должно быть, нет? Ну, там с процентами 63, 37, наверное. Нет, даже меньше. Там 31 вроде бы, не знаю, там много, короче. То вам стыдно было. И она не уточняет. 30 это вот кто смотрит с подпиской. Остальные 70 смотрят без подписки. Вот так вот. Соответственно, я, короче, эту сцену вообще не помню. Так это в начале было, по-моему. В начале чего? Сериала. Нам показывали горы. Нам показывали горы, но нам не показывали идет, его. Я не знаю. Откуда он здесь Может, вообще? это сейчас он идет. В легенде об Искателе. Нет, видишь, он вспоминает. Он первый истинный искатель за 1000 лет. Он предназначен. Кто ты такая, чтобы определять предназначение? Не я определила. Пророчество. Будь проклято, пророчество! То есть неважно, что Даркин становится все сильнее. Люди в Срединных землях умирают тысячами. Остановитесь. О чем вы говорите? О каком искателе? Остановитесь! Искатель — это герой, который явится во времена бед и страданий. Это меч истины. В других руках это всего Ещё лишь погромче, кусок да, надо? стали. Но в Сейчас они тебе в экран ответят там. Отвечай мне Я не погромче. знаю, он настраивал звук еще до того, как мы начали снимать видео. И сейчас тут сидит, все выкручивают эти свои... А мы когда последний раз с Тут тобой... покрутил, Нет, там мы последний раз покрутил. когда с тобой видео снимали. Вот давно это было, я уже забыл, как это вообще все делать. Каждый раз сажусь с большими перерывами. Ты 5 минут это делал до видео и во время видео. Я вижу. Мы, кстати, на другом сайте смотрим. Вот, мы на другом сайте смотрим. Тот сайт заблокировали, смотрим на другом. Тут все настройки сбились, теперь все с нуля приходится настраивать. Я что ли виноват? Нет, конечно. Как Искатель, он обретает силу, способную сокрушить зло. Им ты убьешь Даркина Рала. Да вроде нормально. Тогда пусть глашатые объявят на всех 3 территориях. Тот, кто доставит мне Искателя, получит от меня богатство несметное. Красиво, конечно. Я бы на их месте, конечно, уточнила, что за несметное богатство. Реально. Может, для него несметное богатство это пачка семечек. Да, капуста. Моя капуста. Есть что-нибудь? Кострище, прикрытое травой. Что ж, не пошли по следам, идущим от него? Следов они не оставили. Значит, вы ничего не нашли? Только дешевый кулон. За куз зацепился. Маловато для награды. Какой четкий автопортрет. У нас в наше время таких четких автопортретов не делают, а тут... Ну, это не автопортрет, это как это называется? Когда маньяков ищут. Я забыла. Понял. Черно-белая фотография. Да нет, ну этот же. Разыскивается. Я не знаю, вообще какие-то странные мне Да вопросы ты задаешь. что, угораешь?
Как это называется? Сейчас я скажу вам, как это называется. Просвещаемся. Минутка просвещения. Давай. Так, ага. Так, все увидели твой чехол. Так, камеру можно сделать. Мой вывод старый какой. iPhone. Все не то. Потому что такого слова не существует. Ты его выдумала. А почему вы вот... Давай вот. А ты его Это выдумала? вот есть психологический портрет, а есть вот такой портрет. Как он называется? Портрет Я что, преступника. глупая? Так и говорят. И вот этот человек мне потом говорит, ну сколько можно на паузу ставить, хочется посмотреть. Ань, хочется посмотреть. Ты долго еще? У нас время поджимает, у нас плотный график сегодня, 180 видео. Короче, посмотришь сам и напишешь тут. Не напишу, Смонтируешь. не смонтирую. Снизу напишу, может быть. Это его. Вы пишите в комментариях. Я потому что забыла. А он такой, этого слова не существует. Да ты сам знаешь. Вот он! Взять его! Ну это оскорбление в мой личный Думаешь, адрес. можно красть еду у армии лорда Рала? Я ничего не крал. Лжец. Мы нашли ее в твоем амбаре. Мы голодали. Выходит, у вас Это, твой да, обман он добавил. самый. Больше никого, я один. Это молокосос. Из молокососов, да, который этот, наркоман. Нет, не он? Ну, который мама, про которого маму была, там, что мама ушла из дома, там что-то. Да. Все те же самые лица, представляете себе. Блин, Как это называется? а можно я сейчас скажу? Короче, мы тут на днях почти 4-й сезон досмотрели этого. Sex Education, как это по-русски. Половое воспитание. Половое воспитание, вот. Почти досмотрели. Короче, там есть персонаж, его зовут Лавкач Мо. Если смотришь, короче, обрати внимание. Вот это Лавкач Мо, это же принц Ланнистер, который был у власти в «Игре престолов». Да, который больной был, отбитый. Который всех убивал, там что-то вот этот казнил, там... Да, насиловал. Да, что-то какой-то жестокий был, короче. Вот этот вот там подросток был. Джеффри его звали. Джеффри, вот он был симпатичный в «Игре престолов». До чего он его... такой, конечно. До чего его жизнь довела, Ему походу. нормальных ролей вообще не дают, только каких-то психопатов. Ну, как он внешне выглядит, такие роли и дают. Так что обрати внимание. О, этого тоже знаю актера. Что угодно Прикольный. сегодня, сэр? Нужна карта. Карта? О, карт у меня много. Да блин, вы можете... Может, подойдет карта руин Келабры? Или может, Один шепотом, пиковая другой пыль? орел. Водопады Белого Пера весьма популярны. Мне надо выследить кое-кого. Выслеживающая карта? Вряд ли такая карта вообще где-то есть. А если и есть, то безумно дорого стоит. Он, кстати, вот этот актер, который вот сейчас за нами находится, и я, наверное, первый раз с ним познакомился в Зене Королеве воинов. Он был воином, который был придурком. Помнишь, ты это вообще смотрела? Что за роли у них такие? Он реально, он ходил, типа, такой вообще неловкий был. Постоянно у него что-то ломалось, он постоянно падал, его постоянно Зена защищал. Он типа, я хочу быть крутым воином, и всегда, короче, лажал. Всегда вот это, все мешковатое, все у него висит, недоблестно. Несуразно. Да, несуразно. Вот это он был. Нужно что-нибудь, что было у человека, которого вы ищете. Носок. Ого. А сколько карт стоит?
Смотри, нам химический опыт с тобой показывают. Это что за реакция такая? О, Что? ну это магический станок. Блин, прикольно. Забыл, кому принадлежал кулон? А может быть, сначала стоит спрашивать, а потом делать? У меня, смотрите, такой вопрос. Вот здесь нам показали вот такую карту, да? Вот здесь как бы леса. Что? Паузу хотела просто. У нас здесь леса, вот город, вот река, вот горы, вот это все. А если вот это вот наш искатель, да? Если он выйдет за пределы этой области, типа вот сюда, все, новую карту надо покупать, типа, это вот карта, она только это, или карта передвигается вместе с искателем, типа, он Ну, передвинулся, наверное, передвигается, и карты. это логичнее будет. Ну вот мне кажется, нет. Если бы я делал такие карты, я бы не делал, чтобы она передвигалась, чтобы это было финансово выгодно. Он каждый раз бы перемещался, каждый раз бы у меня Да он новые такой карты. уходит дальше, то такой бежит за ним, потом карта кончилась, надо бежать обратно, сделать карту, потом опять за ним гнаться. Да, нормально. Да, это тупо. Тупо для него, а для меня, как для предпринимателя, который продает карты, очень выгодная история. Забыл, кому принадлежал кулон? А если это твоему отцу принадлежал кулон? Реально. Или твоему Может быть, сыну. твоим отцом. Да, Что ты на это скажешь? вообще, Вот поэтому конечно. надо сначала думать, и потом делать. А я всю дорогу так буду бегать. Да. 100 километров тысяч. Он уходит. И кто виноват? Я сказал, жди моего сигнала и гони его. Я ждала, а он нет. Кролик. Это обед. Подстрелил? Спалил, я бы сказал. Испепелил. Будет Опять про- без ужина. Так вы можете открыть небольшую компанию, так сказать. Коммерческий бизнес, кремация кроликов только у нас. И зачем это нужно? А вдруг кроличья семья придет и скажет, мы хотим кремировать кролика, заплатят морковкой, и будет у них еда морковка, потом они сделают морковный суп и будут сытые. Голодные. И будут голодные, правильно. Будут Это была не оговорочка. Будут- Будут голодные. Волшебник первого ранга. Неужели? Я был голоден, а он убегал. Ты сжег единственную добычу, увиденную за день. В этих местах было полно дичи. Но тхрианцы истребили все, чтобы кормить армию. Жалко, что лось вчера ушел от нас. Не напоминай, Зет. Я потерял кулон отца, пока гнался за ним. Обидно, Ричард, ты так им дорожил. Стой. Поймали все? Все, конец сериала. Ой-ой-ой, еще и меч. Спокойно, я сожгу веревки. И кончим, как тот кролик. Смешно. Ну уже, Зет. Скорей. Замрите! Меч бери. Вот. Молодец. Какая она, конечно, красивая. Глупо сражаться с волшебником. Испепелил. Трусы! Еду украла. А если там карта? Короче, мой тебе совет. Не говори, когда здесь идут боевые сцены, потому что тут звук очень сильный. Вот они болтают вот так вот, пи-пи-пи-пи-пи. А когда начинается боевка, какая-то движуха, вот это вот все начинается. Вообще, ну я не знаю, я пытаюсь вроде сбалансировать, у меня все равно это очень плохо получается. Поэтому А меня слышно было? нет. Она сказала... Что ты сказала? Я сказала, меч ему дай сначала. Вот, поэтому Ну, я ты... говорю, она такая красивая, эффектная. Поэтому ты либо говори вне битв, либо паузу ставь.
Жаль, упустила. Зато ты не упустила его деньги. Он оплачивает ужин. О, реально карта. Что это? То есть дурачок заплатил миллиарды там Да долларов. подожди, дай есть, Карта. кстати. А то она вот так вот присела. Ну, она, это главное на районе, все главные на районе так сидят. Соответственно, заплатил много, походу, денег золотых за карту. Пришел, ничего не добился, еще карту потерял. И деньги потерял. И деньги потерял. Неудачник. Оно движется. Теперь остановилась. Что за свет? Это ты. Кажется, это ты. Мне кажется, это ляп. Смотрим внимательно, смотрите. Да Он подожди. стоит. Смотрите, где нам показывают. Зону показывают. Запоминаем. Лес. Здесь какая-то халупа и вот эта точечка. Внимательно смотрим Теперь дальше. остановилась. Прошли 2 Что шага. за свет? 2 шага. Кажется, это ты. Лес, халупа. Вот здесь должна быть точка. Каким-то образом они уже в каньоне стоят. 2 шага. То есть, я не знаю, это карта какая-то, это у них плохое соотношение с реальной территорией. Карта, которая знает, где я? Карта Громантия. Редкая и мощная магия. Немногие о ней знают, а практикуют лишь единицы. А Даркенрал может? Умей Рал это делать, он снабдил бы ими всю свою армию. Тебя бы уже убили. Это радует. К счастью, теперь карта в наших руках. Очень полезная вещь. Так а что мешает Ралу, такому могущественному, великому, богатому и успешному, найти мастера, который делает такие карты, и заказать у него таких 100 карт А он на всю... необразованный просто, он не знает, что такое. Он просто сильный, но не интеллектуально развитый. Мы это Я понимаем. потеряюсь, ты сможешь меня найти? Как смогли эти разбойники? Зачем им такое? И где они ее достали? Это были не разбойники. Охотники за головами. Вот эти вот бесполезные охотники за головами, серьезно. 1000 золотых за искателя. За такую награду Рала тебя не только охотники за головами искать будут. Так может капюшон пора носить, а? Нет? Масочку там, какую-нибудь повязку. Но он, видишь, уже все поняли, что это ты. Надо уходить. Да. Будешь это, Донателло. Он мой! Эй, нам не нужны неприятности. Пойдем. А вот и они. Беги! Ну же! Нормально, новая союзница. Не, ну дед вообще, конечно, Спасибо за помощь. Да. избавляет от любых неприятностей. Дед просто настоящий Зука, да, в старость вот этот. Да. Пу-пу. Смешно, да. Рад, что не все в этом городке против нас. Ты и правда искатель? Да. Тогда помоги мне. Найти что-то? На моего брата Элиэма и меня напал Шадрин. Он унес его. Шадрин? Ужасная тварь, живущая в Срединных землях. Немногие, кто видел его, выжили, чтобы описать. Все произошло так быстро, я разглядела только челюсти. Я думала, Шадрин это миф. Это, по-твоему, миф сделал? Я не смогла отбить брата, сил не хватило. Ролевые игры? И ни один трус из трактира не помог мне. Шадрин охотится только днем. До ночи оставляет добычу в живых, потом съедает. Еще есть время. Пожалуйста, помоги ему, он почти ребенок. Где этот зверь напал на вас? Я отведу вас туда. Эй, Можно не крутить кругом камеру? люди, которые охотятся за тобой из-за награды. Ты про тех, кто напал на меня, когда она вступилась? Мы защитим себя. Брат Лили не сможет. Это побочный квест, как в игре. О, так ты получил мою записку? Почему ты решил, что твоя карта может заинтересовать меня?
Потому что она тебя приведет к искателю. Ты сможешь... Бизнес налаживает. Да, нормальный подход, одобряю. Он понял. стать тем, Прочухал фишку. кто получит награду. Ему надо брать, как это называется, тендер. Ему надо тендер от государства выигрывать. Под государством я подразумеваю, как его ранг... Да, Ранкаладара, вот этого вот Да, вашего вот. короля, короче. Да, он такой, тендер на карты по поиску искателя выигрываю я, мне, короче, 1 000 000 золотых, и я предоставляю карту всей вашей армии, и все. То А есть я ему... думала, ему надо делать рекламу. Рекламу, знаешь, какую? Вот они вешают этот портрет искателя, а ему надо делаю волшебные карты для поимки искателя. Блин, Чтоб к нему приходили. тоже нормально. Но мне кажется, тендер меньше. Тебе не надо искать клиентов, у тебя уже типа 100% есть клиент, который тебе платит, там как бы попроще. Ну да. Это стоит денег. Конечно. Не бесплатно работаем. Ну да. Любой труд стоит Мало, чего-то. давай еще. На новое перо не хватит. Конечно. Делать. Хороший торговец. Но это только полпера. Да целый мешок давай. Карту не дам. Держи. Ну, Осторожней, чё ты такая одна. Дешево сторговался. Такая, говорит, одна. Соврал. Здесь он напал на нас. Лиам ободрал колено, заплакал, и вдруг явилась эта тварь. Шадрины подслеповаты, они идут на звук. Его привлек плач твоего брата. Если выйдем на его след, то сможем и логово найти. Судя по тому, что я слышал, шадрины обычно живут в пещерах. Там несколько пещер. Мы должны успеть до заката. Верно. Пошли скорей. Знаешь, напоминает Ведьмака. Да. Очень. Ну вот Ведьмак, Мерлин, вот это вот все из этой истории. С телеги колесо слетело. Один я не смогу его поставить. Уже тут. Извините, мы спешим, мальчик в беде. Вернемся, если сможем. Карту, может, тебе? Зет, в сторону! Ричард! Вот в чем Сейчас стрелу отобьет мечом, отвечаю. Не, стрелу пополам вот так вот, чтобы, знаешь, Да, она да, разлетелась. Вот в чем проблема преступников? Он не мог, что ли, тихо достать этот раз? Зачем? Аккуратно берешь, такой, оп, тихо, и в спинку, и все. И никто ничего не услышал, никто ни о чем не знает. Ух ты, еще одна матрица. Ну, как бы, не хочешь получше прицелиться? Одним хотя бы. Ну зачем этот пафос? Ну зачем? Вот тоже не понимаю никогда, зачем не добивать наемников? Типа, ты его оглушил, карта, наверное, у него еще осталась, или даже если не осталось, или даже если нет, он все равно тебя найдет, опять будет парить мозги. Мне кажется, от таких надо избавляться, чтобы они просто тебе потом проблем в дальнейшем не доставляли. Ты сумку отбери у него. Постой. Опа! Еще одна. Где ты взял ее? Секрет. Советую ответить исповеднице. Себастьян, картограф из Южного Кэстона. Если он торгует ими, то нападение новых его клиентов лишь вопрос времени. Вы рискуете, помогая мне. Лучше бегите. Жизнь искателя важнее. Нет, мы найдем твоего брата. Вы идите с Лили к пещере, а я навещу этого картографа. Нормально, разделились. Это приведет меня к искателю? Да. Это единственная карта. И первый шанс я приберег для лучшего клиента.
Удачной охоты. А вдруг он тебе туда камешки накидал? Почему ты даже не смотришь? Скоро ты вернулся. Сделай еще карту. Я не могу. Почему? Чернила вышли. Но если у тебя есть еще что-то, чем владел искатель, мы сделаем новую. У тебя оставалось полно тех чернил. Ты ими нарисовал новые карты Проныра. Кому ты их продал? Я только что продал последнюю карту. Человеку, который вышел отсюда. У него клеймо на лице. Ты сможешь его догнать. Так это не его проблемы, это твои проблемы. Тебе как бы дали чернила, ты их израсходовал, заработал. Он сейчас пойдет с ним драться, что ли, за эту карту? Немножко странно тоже. Почему он должен решать твои проблемы? Ричард, посмотри. Мы недалеко от края карты. Если его перейти, никто по этим картам тебя не выследит. Мы можем пройти чуть севернее и скрыться за рекой. А как же ее брат? Шадрин в другой стороне. Тебе нельзя рисковать из-за одного мальчика. А все потому, что он сделал карту на А4, а не на А2. Сделал бы на А2, там бы вот такая карта была. Или маленькие куски А4, знаешь, и склеить их. Собранные. Которого уже, наверное, в живых нет. Получается, я был прав. Что Очень карта не скоро преследует тебя кто-нибудь поймает искателя. и за награду отдаст на смерть. Как ты убьешь Даркина Рал, если позволишь себя убить? Удрать ради пророчества? Ты будешь жив. Пожертвовав ее братом? Мы все жертвуем чем-то. Настоящий я потеряла искатель. сестру, чтобы добраться к тебе, и не жалею об этом решении. Никого не оставляет. Я жизнью поклялась тебя защищать. Даже от тебя самого. Ричард, пещеры впереди. Что-то не так? Нет, веди нас. Он идет на звук, помни. Так вы громко идете, даже я вас слышу. Лили. Ты куда пошла? Реально. На звук, говорит, идет не шумим, аккуратно. Начала бежать в панике, кричать. Нормально, нет вообще? Я, конечно, понимаю, брат... Чтобы их потом вдвоем нужно было спасти. Я, конечно, понимаю, брат, семья, любовь, но... Типа, немножко рассудка надо, наверное, в таких ситуациях сохранить. Закрыто. Пока еще нет. Знаешь, кто это? Ты торгуешь картами, которые ведут к искателю. Не знаю, о чем вы говорите. Но, может, вас заинтересует карта руин Келабры? Не знаю, где ты ее достал. Старый пень. Эй, хватит! Вот я, кстати, этим вопросом задался еще, когда они кролика ловили. Вот, типа, владеет ли дед каким-нибудь телекинезом вот этим вот вашим? Так если он владеет, почему он кролика испепелил? Он же мог его телекинезом к себе подтянуть и поймать кролика вообще без запар. В смысле? Телекинез, наверное, только на железо всякие. А почему не на кролика? Ну, Типа... Акцию кролик, блин. А чё нет? А в чем проблема, я не понимаю. Нормальный кролик, оп, и все. Это же живое существо. И что? Это что за имба тогда? Любое существо можно к себе притянуть. Вот я понимаю ножик. Ну, не знаю. Мне кажется, телекинез Железо. должен работать на любой предмет. Нет. Ты скажешь мне, как ты их сделал, сколько их сделал и кто их у тебя купил? Один охотник за головами дал мне кулон, принадлежавший искателю, и я смог сделать карту. Сколько ты сделал? 3. Одну. 3. Третью я только что продал. Ты продал хоть одну тхарианцам?
Конечно, нет. Они не покупают, а берут. Ненавижу тхарианцев. Но ты оказываешь им помощь, содействуя тем, кто ловит искателя для Даркена Рала. Где был искатель, когда мы страдали под гнетом Рала? Знаешь, я был на службе у королей, пока... Ты давай не жалуйся, искатель где был? Искатель в пеленках был, он школу только что почти закончил, он вообще, у него даже диплома нету никакого. Реально, а что он от школьника хочет? Он... Это местный аватар. Реально, какие к нему претензии? Он только вырос, он даже девочкой, наверное, ни разу не целовался, а ты бы что страну защитил вашу. Тхарианцы не пришли. Я должен заботиться о семье. А ты уже дед старый. Делая карты, я могу ее прокормить. Тогда ты сделаешь одну для меня. Она должна выследить того, кто купил третью карту. Не смогу. Нужно что-нибудь, что ему принадлежало, чем он дорожил. Деньги? Он заплатил, не так ли? Что может быть дороже для охотника за головами, чем его деньги? Чем он дорожил? Логично, дорожит деньгами. Она такая думает, может, Лили. все-таки еще не поздно уйти. Пофиг на них, они уже выросли. Лили. Ты громче, когда будешь общаться. И микрофон будет ко мне ближе стоять. Куда еще ближе? Да все, их двоих съели, все, ребят, их не спасти, все, погнали. Погнали за край карты. На его испугалась. А если эта деваха, она сама какой-нибудь монстр? И на самом деле Она никакого заманила брата... их. Да, никакого брата не существует. Или она сама наемница. Она их заманила, чтобы поймать и потом продать. А? Класс, я придумал. Опа! Ну, потому что наемница сразу видно. Келлен, Я оставила ее в пещере. чтобы ее сожрал зверь? Брось. Всем известно, Шадрина это миф. А почему карта делается одинаковая? Это какие, типа, я не понимаю, может у него просто шаблон карты есть, вот этой местности определенной, и он добавляет туда там эссенцию кого-нибудь, и она просто именно на его шаблонной карте показывает где. Да, наверное. Возможно, если бы человека здесь вообще на этом шаблонном месте не было, Она то просто была бы такой. пустой, да. А то штампуют тут одинаковые С карты. ней ты найдешь охотника за головами. Слушай, они в одном месте-то все тусят. Ну, потому Только что, в этом лесу. потому что там искатель. Ты Все еще там. можешь его догнать. Я прощаюсь. Но если ты сделаешь еще хоть одну карту, чтобы ловить искателя, я вернусь обратно. Понял, нет? Понял, ладно, что ты. Вот удивительно, да? Факел так лежит, почему он не тухнет? Магически. Нет, я, конечно, понимаю, что факел там пропитка специальная, все такое, но вот я всегда удивлялся, думаю, блин, неужели прям такая жесткая она? Он Блин. говорит, это миф. Лежит среди костей. Так может тут злой кролик живет? Кролик-людоед. Конечно, там один ходит, старик, истребляет кроликов, и станешь тут. Давай, давай, сейчас будет шутка мега, давай. Это не шутка, это правда.
Он убил кролика, и сын этого кролика, короче, разгневался на старика, говорит, ненавижу людей, буду мстить. Вот это вот сделал, замазки на лице, как у Рэмбо, и все, вот решил всех истреблять, кролик-убийца. Червяки. Так это фальшивый как будто, а нет? Или да? Двигаются, нет. Нет. Вроде бы нет. Нет, не двигаются. А, нет, чуть-чуть потом. Это ленивые червяки. Прикинь, она их оглушила, она на них упала и крикнула. Они такие, монаши, уши! Так, помню, он реагирует на звук. Ой, это кентавр! Или нет, как их? Минотавр! Чё? Да, у нее всегда так грудь выделяется тут, типа, и когда она лежит, у нее тоже такая грудь поднята, как будто он зарычал, и у нее грудь такая... Так это... Бюстгальтер... Ой, бюстгальтер. Это корсет все делает, такие магические вещи. Минотавр нет, это кто? То есть вместо того, чтобы вот она проснулась, она такая, ага, я упала тут, вместо того, чтобы кинуть опять-таки туда этот крюк и сразу залезть, она такая, пойду вперед. Тут кости, ага, мертвые, ну, наверное, туда. Ричард! Мать, спасать его надо срочно, мать. А вот у меня, кстати, философский вопрос. Возможно, на него когда-нибудь ответят в этом сериале. Но смотрите, если у этой мадемуазели есть способность меняться разумами, там, управлять другими существами, как бы она в их тело, свое сознание переносит, то может ли она переносить свое сознание в животных или монстров? Вот это интересный вопрос. То есть, прикинь, вот этот Минотавр идет, она такая подчиняет его. Я тоже сейчас об этом думала, но я думаю, смысл в чем? У нее тело остается в пещере, даже если она выйдет Минотавром из пещеры. Ну смотри, она берет в сознание Минотавра, потом сама себя убивает в образе Минотавра, в смысле такая, и попадает в свое тело. В итоге Минотавр лежит мертвый, он ее тело не она тронет. умирает вместе с... Нет, так не работает. Нам уже показывали, что когда она управляет телом и тело убивают, она не умирает. Тогда имба. Вот. А еще прикольно, можно, короче, вселиться, например, в мышку, свое сознание. Твое тело где-то лежит в отеле, ты за мышку, короче, бегаешь и с помощью как разведчик данные собираешь. Классно же? Мне кажется, нормально. Уедет какая, самая синяя улыбается. Опрометчиво его, конечно, так вести, хоть бы сено. Что ты задумала? Я же хотел помочь тебе. Конечно. Ты же у нас искатель. Я не верю в подобные сказки. Но верят тхарианцы и готовы за тебя заплатить. Это мне подходит. Честно, не вижу, чего они так боятся. Они боятся пророчества. Верно. Ты победишь Даркин Ирал и спасешь всех в Срединных землях. Сейчас только ты останавливаешь меня. Ну, это каждый может. Тхарианцам даже не надо посылать армию. Достаточно пустить слезу, и ты попался.
карту на землю, и я оставлю тебя в живых. А может так? Ты уходишь, и я тебя не убиваю. Да, ребята. Ту часть себе оставь. Проклятие! Ты думал, искатель будет стоять на одном месте, да? Вы какие-то, ребят, странные, если честно, они какие-то недалекие. Все, она уже приехала туда, куда сдать надо? Это твой счастливый день. Видишь его? Это искатель. А ты станешь тем героем, который пойдет к капитану и скажет, что он схвачен. Если ему нужен искатель, я буду у скалы демона и передай ему. Мне нужны не деньги, а другая награда. Какая? Что хочешь? Стать женой Дарка Лорана вот этого? Когда-нибудь мы научимся. Да, надо просто прочитать хотя бы раз. Даркин Рал. А, да? Скажи мне, что для тебя важнее, чем 1000 золотых? Мой брат. Так у тебя реально есть брат. Выходит, Шадрин не уносил его? Нет, хуже. Его арестовали тхарианцы. Собираются за воровство казнить. Он что-то украл? Нет, я. Он лишь взял вину на себя. Так ты воровка? А какой у меня выбор? Единственная пища здесь та, что ты смог стянуть у тхарианцев. Кради или умрешь от голода, а я не собираюсь умирать. Мой брат — это все, что у меня осталось. Я не дам тхарианцам казнить его. Неужели не ясно? Я на твоей стороне. Если бы ты сразу мне сказала, я бы ему помог. Если бы его не обвиняли ни в чем, когда все охотятся на тебя из-за награды, что бы ты ответил на просьбу сходить в тхарианский гарнизон и спасти вора? Ты бы согласился? Логично, есть логика в ее словах. А, это вот этот вот. А здесь он как будто на себя не похож. Или жизнь Я тебе помотал. поесть принес. Знаю, ты голоден. Прости, что тогда ударил. Это просто показуха перед моими людьми. А ты сейчас что такой добрый? Все нормально, бери. Никто не узнает. Даже курочка жареная, смотри. Нет, обман. Спасибо. Глупец. Мы вешаем воров. Мы их не откармливаем. А я поверил. Не, ну за такое осуждаю, как бы, что за такое. Нужно быть рыцарем чести и вести себя, как бы, Слушай, как это сказать, красиво. Освободи меня. Мы вернемся за Кэлен и втроем выручим твоего брата. Да. Откуда мне знать, что ты не врешь и не сбежишь через секунду? Даю тебе слово, как искатель. Это имело бы смысл, если бы я в него верила. Самое время поверить. Бежит, бежит, смотри, лошадь обгоняет, смотри, это что вообще за холмы скачут? Это сейчас о чем вы? Ну все поняли, о чем это было. Стой, стой, стой.
Искатель мой. Не будь дураком. С чего ты взял, что он останется на одной половине карты? Что предлагаешь? Работаем вместе. Карту мы уже поделили с тобой, и награду поделим. 2 к 1. Так будет честнее. Ты согласился слишком быстро. А вдруг ты хочешь надуть меня? Ты предложил слишком быстро. А вдруг ты хочешь надуть меня? Ладно. Спорим и даем искателю время от нас сбежать. Придется друг другу довериться. Это знаешь, кто? Это 2 вот этих преследователя, ТОВ, которые в аватаре ее преследовали от родителей. Да-да-да. Неудачник. Всегда бежит условно. Ну, чтобы показать, как она это делает элегантно. Что? Я здесь серьезно, без какого-либо уже намека. Нифига себе лошади откормлены. Вы видели, какие большие? Пузатые. Вот, кстати, интересный момент. Если вот смотрите, обычная лошадь, вот держишь... Такой смешной кадр, они там что-то валяются где-то в грязи. Это битва в грязи, вот женские бои в грязи. Вот ты лошадь как бы по воде держишь, ты ее ведешь. А вот она сейчас как водитель, она ушла с поводья. И по идее лошадь в этот момент должна как будто бы останавливаться. Но я, по крайней мере, когда на лошади скакал, я не знаю, то ли у меня лошадь ленивая была, ее пока вот не ударишь, типа не скажешь вперед, а она такая... Реально, ты вот, ну ты не бьешь, она А такая... в Ван Хельсинге, ты помнишь? Они тоже бежали без этого. Да, Где я... они Да, в Будапешт да, ехали. ну не знаю, может это типа лошадь из-за того, что она дорожная, она знает, что ей нужно бежать по дороге, типа ее не волнует, бьют ее или нет. Вот на лошадях, на которых я скакал, реально, они такие типа, ну постоим, покушаем. Ты только вот когда начинаешь типа брать поводья, типа бить, они тогда только начинают скакать. Когда ты перестаешь, они такие, ну все, значит надо постоять. Как-то так. О, нормально. Ты ранен? Я в порядке, как ты? Запомни, когда я говорю, что мы не должны помогать кому-то, не слушай никого, только меня. Сейчас скажет, ну нам надо вообще-то брату ее помочь, он там этот, его ее хотят казнить, вот это вот начнется. Она была очень убедительна. Да, была. Кэлен, мне жаль, что я втянул тебя в это. Извинения приняты. Шевелись! На землю, исповедница. Может, за нее тоже что-нибудь дадут? Даже если только за искателя, нам обоим на всю жизнь хватит. Если он не обманет тебя. Что, 1000 золотых это такая большая валюта здесь, что ли? Не знаю, видимо. Как будто... Просто он как будто, когда за карту отдавал монеты, мне кажется, он там тоже типа монет 300 золотых дал. Ты кто? Так, кому этот человек знаком не понаслышке. Я впервые эту девку вижу. Мы можем разделить награду. И все, что вам будет интересно. Не слушай ее. Так, о какой сделке мы говорим? Я знал, что ты меня предашь. Я не буду так нежен.
Куда ты побежал со своими этими? Лежи! Батя в здании. Ты думаешь, что уйдешь? Ну да, она такая уже пошла тихонечко. Что ж, все 3 карты теперь у нас. Неплохо, но за тебя объявлена награда. Надо А девчонка где? А что делать с А, ней? Лучше убейте меня. Если я не доставлю искателя тхарианцам, моего брата казнят. Что ты делаешь? Я спасу Выполняю брата. обещание. Иду спасать ее брата. Ты так и не понял? Она хотела скормить меня Шадрину. Она думала, это миф. Она хотела сдать тебя тхарианцам. Она хотела спасти брата. И ты веришь ей? Все ее слова были ложью. Зет, скажи мне, что ты ей не доверяешь. Нет. Но я доверяю Ричарду. И люди должны знать, что Искатель будет сражаться, чтобы помочь им. Но она не заслужила помощи. Не мне решать, кто ее заслуживает. Я вижу, она в ней нуждается. Не будь наивным. Это не Висландия. Согласен. Даркенрал в Срединных землях вынуждает людей идти на что угодно, лишь бы выжить. Включая твою доставку тхарианцам. Ричард, ей подобные думают только о самих себе. А если Искатель будет думать только о себе? На что им рассчитывать? Правильно сказал. Сэр, я знаю, где Искатель. Что? Почему ты не привел его? Он захвачен. И кем? Одной девушкой. Девушкой? Да, сэр. Но от денег она отказывается. Что же она хочет? Брата своего. Короче, я уже план за них весь построил, если что. Она ведет как будто бы искателей им сдать, чтобы забрать брата. Она получает брата, дает как будто бы им искателя в цепях, а на самом деле он не в цепях, он вдруг высвобождается, берет меч, всех перерезает, и все, и все довольны. 2 патруля по периметру, 4 часовых у главных ворот. И внутри их десятки. Должно получиться. Умный план, Ричард. Но все зависит от честности Лили. Если она солгала, тебя схватят и казнят. И Даркенрал победит. Ну ладно. Чего ты хочешь? У вас в тюрьме мой брат Лем. Отпустите его, я отдам искателя. Где искатель? Эта карта отведет вас. Там же вы найдете исповедницу и волшебника. Одно условие. Я хочу увидеться с братом. Прекрасно. Тащите ее к брату. Нет! Мы же договорились! Такой подлый, ну его ж зарежут, должны зарезать. Мы же договорились! Или это тоже часть плана? Лили? Лин! Что они сделали с тобой? Я в порядке. Ты здесь что делаешь? Хочу тебя... Вот смотри, вот она что хотела. Она хотела подставить искателя, поменяться на брата. В итоге она бы сейчас, если бы искатель не освободился, отдала бы ему искателя, и еще и сама в тюрьме оказалась. Вот ее плохие поступки к чему приводят. Тащить. Я хотел, чтобы ты была в безопасности. Я не могла позволить им тебя убить. И что теперь? Убьют обоих. Не сегодня. Не, обои убивать не будут. Обои стены украшают. Хочу, чтобы все приготовились. Будем брать искателя. Волнуется. Ну, конечно, это же последняя твоя битва, ты же умрешь. Искатель впереди. Сюда. Во, ребят, вы слепые, конечно.
Вы иголку в стоге сена не заметили. Тебе бы поучиться навыкам у сестры, конечно. Это как будто не он, да? Как будто не он. Под каким-то углом он, а под каким-то не он. Ну все, идем. Может, макияж так влияет? Может, актер разный. Может быть. План-то в чем? Они выманили, типа, искать искателя на карте, а сами пошли захватывать эту крепость. Блин, нормальный план, кстати. Вопрос. А кого они на карте пошли искать? Если на искателя отмечается желтой меткой, они пошли искать, говорят, того бандита с этот, походу, с крестом. На него же тоже была сделана Да, карты карта. поменяли. Держите дверь! Ну вы неудачники, конечно, даже крепость не смогли защитить. Давайте, парни. Искатель здесь. Почему сюда пошли? Сюда, наверное, не скинули тело того. Это не Вот искатель. они. Все сошлось. Нас провели. А где этот кентавр? Выйдет? Нет, погулять? Блин, дед, конечно, Дед вообще, конечно. Пока что дед здесь самый главный искатель, на мой взгляд. Да. Как же тхарианцы поверили, что ты дала им верную карту? Было несложно их убедить, я ведь хитрая, коварная девушка. Да, я не поспоришь. Спасибо, что ты спас моего брата. Несмотря на то, что я солгала тебе. И хотела сдать меня тхарианцам и убить моих друзей. И это только то, о чем ты знаешь. Почему ты спасал нас? Он искатель. Ричард, пора в дорогу. Что ж, надеюсь, когда-нибудь мы еще увидимся. Забудь об этом. Тхарианцы не собираются платить вознаграждение за искателя. Любой, кто захочет его получить, сразу окажется у них в темнице. И главное, искатель на нашей стороне сражается за нас, а значит, мы должны ему помочь. Ну вот, нормально. Помог. Фоторобот это называется. Фоторобот, вот так вот. Всю серию сидела, думала. О, в кулон сейчас превратит, прикинь. Нет, уничтожил просто. Нет, смотри. И зачем этот кулон нужен? Это его, потому что кулон. А, обратно собрал. Как ты это сделал? Это созидающая магия. Старайся его при себе держать. Он как фокусник, знаете, типа, сейчас я возьму вот эти часы, я их сломаю, кину в тряпку, а потом из тряпки достану целый тут так. Я возьму кулон, расщеплю его на карту, а потом из карты достану новый кулон. Это единственное, что осталось мне от отца. Я больше никогда его не потеряю. Ну, не говори, никогда не говори никогда, как говорится. Келлен, я очень ценю, что ты со мной и всегда оберегаешь меня. Пожалуйста. Но если бы ты послушал меня, то мальчика бы казнили. Ты спас его. Под долгим гнетом Рала люди уже забыли, что такое герой. Ты сражался и помог им.
полетит весть. Теперь все узнают, что Искатель вернулся. Мы должны скоро идти. Ладно, брось, еще рано. Ну, если ты намерен помочь всем девицам на свете, то нужно поторапливаться. Я тоже у костра. Сериал дублирован студией. Сериал дублирован. Хорошая серия. Вот эта серия вообще кайфовая. Я прям с таким наслаждением, с такой легкостью посмотрела и... Я вот думаю, наверное, это потому, что пару дней не снимали, и вот когда у тебя какой-то перерыв такой, ты снимаешь вот это Наверное. первое видео на сегодня, и ты такой просто реально, вот как-то нету С такого, кайфом. да, нету такого запара, когда ты снимаешь вот каждый день, еще по несколько, ты так вот устаешь, а здесь ты вот реально на релаксе посмотрел вас, мне кажется, из-за этого. Мгм. Вот, ну и сама серия все хорошая. Нам показывают, какой гнет в этом мире, то есть как Даркл. Даркенрал. Даркенрала, вот это вот все, соответственно, угнетает, как всех щимят, вот они все негодуют, все недовольны жизнью, вот, и, соответственно, показывают как-то это больше. Но волшебник, на мой взгляд, пока что Искатель лучше, чем Он сам вообще Искатель. тащер, да, тот еще, офигеть. Главный батя этого Он сериала вообще пока что. всемогущий какой-то. Да. Мерлин. А так серия хорошая. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакции, залетай в Телеграм, у нас там общение анонсы, подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.